Перед первой серией пусков комплекса Е-8 были поставлены задачи. Проверка возможности вывода ракетой-носителем УР-500К вместе с разгонным блоком Д космического объекта Е-8 на траекторию перелета к Луне. Отработка средств коррекции и управления на траектории перелета, при выходе на орбиту спутника Луны, торможении и спуске. Отработка системы мягкой посадки космического объекта на поверхность Луны. Проверка работоспособности средств передвижения самоходного аппарата лунохода по лунной поверхности. Проверка системы дистанционного управления. Отработка средств радиотелевизионной связи. Проведение научных исследований. Компоновка космического объекта Е-8 была утверждена в таком виде. Космический объект Е-8 чрезвычайно насыщен приборным оборудованием. Только электротехнических приборов в нем около 120, а их общий вес 1700 кг. Вес элементов конструкции 400 кг. Вес двигательной установки также около 400 кг. А вес самого двигателя 100 кг. В целом оборудование составляет 3/4 сухого веса всего космического объекта. Система астроориентации состоит из астроблока с оптическими датчиками визирования Солнца и Земли. Одной из основных частей системы управления является автомат стабилизации, состоящий из гиростабилизированной платформы. Исполнительными органами автомата стабилизации на активных участках являются неподвижные жидкостные реактивные сопла. На пассивных участках полета вместе с жидкостно-реактивными соплами работают и газовые микродвигатели. Измерение высоты над поверхностью производится радиовысотомером больших высот. Это моноблок с антенной, поворачивающийся в плоскости тангажа в пределах плюс-минус 35 градусов. Радиолокационная доплеровская аппаратура со специальными антеннами обеспечивает измерение вертикальной и горизонтальной составляющих скоростей. Измерение высот в пределах нескольких метров и выработку команды на отключение двигателей мягкой посадки производит гамма-высотомер Квант-2. Топлива. В подвесных баках находится около тонны окислителя и 600 кг горючего. В основных баках примерно то же количество топлива. Двигатель работает на несимметричном диметилгидрозине в качестве горючего и азотном тетроксиде окислителе. Во время перелета двигатель запускается 7 раз и имеет тягу от 750 до 1922 кг. Наряду с основной камерой двигатель имеет блок малой тяги, с помощью которого обеспечивается мягкая посадка на лунную поверхность. Двигатели мягкой посадки имеют номинальное значение тяги 280 кг, который может регулироваться в пределах от 210 до 350 кг. Стабилизация объекта на участках работы двигателя осуществляется с помощью системы рулевых сопел, работающих на мятом газе турбонасосного агрегата основного двигателя. Суммарная тяга рулевых сопел 72 кг. Была разработана оригинальная вытеснительная система компонентов топлива. Внутри баков помещены мягкие вытеснительные пакеты,
наполняемые гелием с помощью специальной системы наддува. Эта система была тщательно отработана на стендах завода. Двигательная установка прошла холодные проливки как на воде, так и на компонентах топлива. Многократные огневые испытания двигательной установки проводились на стенде научно-исследовательского института химического машиностроения НИИ «Химмаш». Телефотометрические устройства, подобно применявшимся на станциях Луна-9 и Луна-13. Телевизионные камеры. Четыре штыревых всенаправленных антенны метрового диапазона служат для приема команд на перелете и при движении лунохода по поверхности Луны. Антенны дециметрового диапазона предназначены для приема команд на борт, приема и передачи данных измерения параметров траектории, передачи телеметрической, телевизионной и телефотометрической информации. Антенны на блоке КТ обеспечивают радиосвязь на участке перелета. Перед началом посадки они сбрасываются вместе с навесными отсеками. Антенно-фидерное устройство проходило всестороннюю и тщательную отработку на заводе. Снимались диаграммы направленности малонаправленных антенн дециметрового и метрового диапазонов. Снимались также и диаграммы направленности остронаправленной антенны. Солнечная батарея площадью около 3,5 квадратных метров. Преобразователи солнечной энергии кремний и арсенид галлия. При температуре плюс 140 градусов Цельсия мощность солнечной батареи достигает 200 Вт. Аппаратура, размещенная в отсеках лунохода, может нормально работать в диапазоне температур от 0 до плюс 40 градусов Цельсия. Лунной ночью тепловой режим лунохода обеспечивается блоком обогрева, использующим изотоп полония-210, выделяющего тепловую энергию номинальной мощностью 600 Вт. Лунным днем открывается крышка приборного отсека, и тепло излучается в пространство. Изотопный блок обогрева располагается снаружи. Корпус блока обогрева может нагреваться до 400 градусов Цельсия, поэтому от его теплового воздействия луноход защищен металлическим экраном. Под Загорском в НИИ «Химмаш» в специально построенной термобарокамере объемом 600 кубических метров проводились комплексные тепловые испытания лунохода.
Испытание лунохода проводилось со штатной системой активного терморегулирования и с экранно-вакуумной теплоизоляцией. Мощные криогенные компрессоры создают в термобарокамере вакуум в 5 миллионных миллиметров ртутного столба. С помощью жидкого азота, нагнетаемого форвакуумными насосами, на внутреннем экране термобарокамеры создаются отрицательные температуры. Тепловой солнечный поток моделируется излучением ксеноновыми газоразрядными лампами со световым пятном 20 квадратных метров. Установка дополнена имитатором теплового излучения Луны. В термобарокамере исследовалось температурное поле космического объекта Е8 и тепловые условия работы его аппаратуры в полете и при функционировании на Луне. Со стрелы сбрасывался макет объекта с натурной массой, моментами инерции и штатным посадочным устройством. Для имитации лунного веса макет разгружался резиновыми амортизаторами до 1/6 части своего земного веса. Сбросы со стрелы подтвердили расчетные данные и возможность безопасной посадки. В лаборатории завода проводились статические и динамические испытания объекта. Проводились многократные испытания системы отделения блока КТ от блока Д и раскрытие антенн. А также система отделения сбрасываемых отсеков от блока КТ. Испытания подтвердили надежную работу системы отделения. Испытывалось несколько вариантов самоходного шасси. Гусеничное, четырехколесное, и восьмиколесное. Гусеничное шасси при разворотах на сыпучих грунтах может заклинить. Все 8 колес ведущие. Составляет около 300 Вт. Это меньше, чем потребляет обычный электроутюг.
Для определения тягово-сцепных свойств лунного грунта установлен прибор оценки проходимости. На шасси установлено 9-е свободно катящееся колесо для измерения пройденного пути. Все варианты шасси были разработаны, изготовлены и испытаны во Всесоюзном научно-исследовательском институте транспортного машиностроения в НИИ «Трансмаш». Испытания проводились на аналогах ожидаемых лунных грунтов и имитации рельефа лунной поверхности. Самоходное шасси испытывалось и на наклонной плоскости. Многочисленные испытания показали большую надежность восьмиколесного шасси. На заводе имени Лавочкина продолжались ходовые испытания самоходного шасси. Для этого был изготовлен специальный лунодром с имитацией лунной поверхности и система обезвешивания лунохода. На заводе в контрольно-испытательной станции самоходное шасси подвергалось электрическим проверкам с использованием поворотного стенда с нагрузочным приспособлением. В сборочном цехе проверялось раскрытие трапов. На площадке отрабатывался сход лунохода с блока КТ по трапам.
Луноход крепится на блоке КТ 4 взрывными болтами. При срабатывании взрывных болтов луноход освобождается. Одновременно срабатывают два пиромеханизма расстыковки электрических разъемов между луноходом и блоком КТ. Сход лунохода неоднократно проверялся как по ровно раскрытым трапам, так и по трапам, установленным под разными углами. Испытания показали хорошую надежность схода лунохода. Вблизи Симферополя, на территории научно-измерительного пункта НИП-10, был специально создан лунодром, участок с типовым лунным рельефом. Для тренировки водителей изготовлен луноход в облегченном варианте с использованием основных штатных систем. Управление аппаратом на лунодроме осуществляется через кабельную связь. На пункте управления луноходом Пули размещено наземное оборудование системы дистанционного управления. Управление осуществляет экипаж из 3 человек. Командир. Оператор управления остронаправленной антенной лунохода. И водитель. На первом этапе обучения решались сравнительно несложные задачи вождения. Движение лунохода по ровной местности и повороты. Преодоление подъемов. И спусков. По мере приобретения навыков задачи усложнялись.
Наиболее сложной частью работы экипажа лунохода было приобретение необходимых навыков водителей. Система управления, где в контур непосредственно включена телеметрическая информация и человек-водитель, используется впервые. Водить луноход — работа, с которой еще ни один человек не сталкивался. Надо исключить любые случайности. И это предусмотрено. Автоматы защиты остановят луноход, если он встретит чересчур крутой уклон или опасно накренится. Работа за пультом управления выявила большую физическую и психологическую нагрузку на человеческий организм. Поэтому организован постоянный медицинский контроль и наблюдение за изменением у экипажа физиологических параметров в процессе выполнения задания. Завершена большая программа экспериментальных работ. Завершалась сборка летного объекта. После сборки блок КТ и луноход проходили автономные и комплексные электрические проверки в контрольной испытательной станции. Затем луноход стыкуется с блоком КТ. После стыковки с помощью кантователя объект Е8 переводится в горизонтальное положение. Проводилась контрольная стыковка обтекателя. И, наконец, последняя проверка на заводе. Контрольное взвешивание. На 125-й секунде полета двигатели первой ступени прекращают работу. Производится разделение ступеней. Включаются двигатели второй ступени. На 200-й секунде полета, на высоте 80 километров, сбрасывается головной обтекатель. На 375-й секунде полета, при достижении скорости 4,5 км в секунду, выключаются двигатели второй ступени. Происходит отделение второй ступени. Включается двигатель третьей ступени, обеспечивая дальнейший набор скорости. На 588 секунде полета происходит выключение двигателя третьей ступени, и она отделяется от головного блока.
Дальнейший разгон для полета по заданной траектории обеспечивает блок D. На 958 секунде полета выключается двигатель блока D. С этого момента начинается полет по орбите искусственного спутника Земли. В 35-й минуте полета раскрылось посадочное устройство. Во время полета на орбите искусственного на 66-й минуте после старта блок D с объектом Е8 занимает в пространстве положение второго старта. Происходит второй запуск двигательной установки блока D. Старт с орбиты. Двигательная установка выключается. Через 12 секунд происходит отделение блока D. Раскрылись антенны. Теперь космический объект Е8 уже самостоятельно продолжает полет к Луне. Двигателей малой тяги. При достижении высоты над поверхностью Луны в 2-3 метра по сигналу гамма-высотомера Квант-2 двигатель блока малой тяги выключается. Космический объект Е8 совершает мягкую посадку на поверхность Луны. После передачи на Землю изображения места посадки с Земли подается команда на раскрытие трапов. Луноход отделяется от блока КТ и сходит на лунную поверхность. Открывается солнечная батарея и начинается зарядка аккумуляторов. После зарядки аккумуляторных батарей луноход начинает осуществлять программу научно-технических исследований. Она включает в себя отработку систем самоходного аппарата и изучение Луны с помощью установленных на луноходе патрульного дозиметра, рентгеновского эмиссионного спектрометра, рентгеновского телескопа и грунтомера. Перед наступлением лунной ночи солнечная батарея закрывается.